Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Мрачный фэнтезийный экшен от создателей Ori No Rest for the Wicked готовится к выходу в ранний доступ Steam уже 18 апреля. Разработчики поделились финальным трейлером, а мы напомним, что ожидает игроков в раннем доступе. В первоначальной сборке можно будет пройти первую главу сюжетной кампании, а также ворох побочных квестов, которые раскрывают подробности о мире и его обитателях. Уже на старте будет доступен богатый выбор оружия, доспехов и умений, возможность зачаровывать свою снарягу и усиливать ее особыми камнями и рунами. Доведется сразиться и с несколькими боссами, и даже купить и обустроить себе уютный домик. Наконец, в раннем доступе станут доступны ежедневные и еженедельные заказы и испытания, а с ними подземелье Гарнила с заделом на многократное прохождение. Со временем в No Rest for the Wicked добавят кооп на 4 персоны, PvP, новые главы и сюжетный контент в целом, дополнительные регионы, фермерство, больше снаряги, больше врагов, дополнительных испытаний и этажей Гарнила. Правда, как долго игра будет томиться в Early Access, студия так и не сообщила. Очаровательное инди-приключение Харальд Халибут спустя 12 лет после начала разработки наконец добралось до релиза. Авторы отправляют нас на космический корабль Ковчег, который покинул Землю 250 лет назад и приземлился где-то в инопланетном океане. Большая часть его обитателей успела привыкнуть к жизни на затонувшем судне, но есть и те, кто мечтает вырваться наружу. Главный герой – простой лаборант, не претендующий на роль избранного, который всегда наблюдал за великими событиями издали, но на этот раз ему придется стать участником одного из таких событий. Главная особенность Харальд Халибут состоит в том, что весь игровой мир тщательно воссоздан при помощи лепки и моделирования. Средняя оценка игры у критиков составляет 78 баллов из 100. Пишут, что проект обладает особенным шармом, но сценарий изобилует не совсем удачными решениями и излишней затянутостью. Также отмечают, что игра очень киношная, почти весь процесс строится вокруг диалогов и ходьбы. Геймплея и интерактивности тут мало, но это скорее не минус, а предупреждение. Игра выходит или уже вышла сегодня на ПК, Xbox Series и PlayStation 5, и также в Game Pass. Средневековый градострой Manor Lords неожиданно занял первую позицию в топе игр Steam, добавленных в списки желаемого пользователей, обойдя вторую Hades, Hollow Knight, Silksong, Frostpunk 2 и даже второго Space Marine. Что за Manor Lords такой? В игре нам предстоит взять под свое управление маленькую захудалую средневековую деревеньку и превратить ее в процветающий город. Игра может похвастать огромным разнообразием товаров, от башмаков до ячменя и меда. Чтобы добывать ресурсы и производить продукцию, необходимо создавать специализированные поселения, вроде шахтерских колоний. Однако соседствующие лорды отнюдь не обрадуются вашим успехам и попытаются всячески вам мешать. Соперничество может вылиться в вооруженный конфликт, поэтому и про военное ремесло также необходимо не забывать. Каждый убитый воин из вашего войска – это потеря для городской экономики. С другой стороны, с соседями можно будет и попробовать договориться дипломатическим путем. Разрабатывает Manor Lords всего один человек, Грег Стычень, и он готов представить свою игру на наш суд уже 26 апреля, правда пока только в раннем доступе. Но помимо Steam и GOG, игра будет также доступна и в Game Pass. Еще один градостроительный симулятор Sweet Transit в раннем доступе поварился уже достаточно и намеревается покинуть его 22 апреля. Тогда же игра заглянет и в Epic Games Store. Версия 1.0 привнесет новые постройки, производственные цепочки, газетные статьи, а также различные улучшения и правки. С момента старта в раннем доступе Sweet Transit уже успела нарастить достаточно контента в форме свежих зданий и поездов, переработанных логистики и планирования, настраиваемых сложностей генерации мира, режима сценариев, облагороженного интерфейса, всевозможных улучшений удобства и поддержки Steam Deck, что не совсем контент, но все равно. Годный, однако не сумевший привлечь большое количество игроков мультиплеерный шутер Lawbreakers уже давно отправился на покой. Однако на замену официальным серверам фанаты собираются подрубить собственные, тем самым возродив мультиплеер. Назвали это дело The ReLB Project. Проект в том или ином виде существует еще с 2020 года, но лишь на минувших выходных было проведено первое открытое тестирование. Текущая версия все еще нуждается в доработке, однако новость о
проекте уже привлекла в сети немало внимания. Откликнулся даже сам создатель Lawbreakers Клифф Ближинский, который давно желает поднять игру из могилы. Сейчас авторы The Real Bee Project ищут дополнительных разработчиков. Бывший руководитель Blizzard Майк Ибарра предложил одну любопытную идею – начать добавлять в игры опцию чаевых для разработчиков, аналогичную той, что давно используется в сфере обслуживания. Но Майк говорит конкретно о мощных одиночных тайтлах, вроде Horizon Zero Dawn, God of War, Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3, Elden Ring и прочих. По его словам, некоторые игры производят на тебя настолько сильное впечатление, что хочется докинуть разработчикам еще немного баксов сверху. Многие восприняли слова Ибарры в штыки, мол, все эти пожертвования, скорее всего, просто осядут в кармане у издателя. Иные поддержали мысль Майка, но с оговоркой, что такие чаевые стоит оставлять только для инди-разработчиков. Некоторые независимые студии и без того сами организовывают возможность дополнительной поддержки, предлагая игрокам покупать специальные наборы или издания подороже. К примеру, создатели Deep Rock Galactic Survivor подготовили Supporter Pack с косметикой и своей искренней и вечной благодарностью. Справедливо и следующее мнение. Поддержать авторов вообще можно и подарив игру другу или купив ее на другой платформе. Один из участников дискуссии написал, что проходит игры в Game Pass, но если ему что-то прям заходит, он покупает эти тайтлы отдельно, и это его личный способ показать, что продукт ему действительно понравился. Подводя итог, можно сказать, что мысль Майка Ибарры, пусть и в некоторой степени спорная, но интересная. Вот вы как считаете, нужна ли опция чаевых в играх? И стали бы вы оставлять чаевые разрабам, если бы такая возможность была? Отпускаю вас с этим вопросом на подумать. А с новостями у меня все. Если хотите знать больше о том, что творится в индустрии, залетайте на сайт stopgame.ru. Приятного вам аппетита и хорошего дня!